Привет, мой друг! Как мы уже упоминали в предыдущих роликах, префронтальная кора занимается торможением сильных аффектов, выполняет функцию анализа, но есть важный момент. Если префронтальная кора слишком много стимулируется, то это приводит к выгоранию, так как человек много анализирует и идет прокручивание, и активность коры уменьшается. Поэтому так называемые умственные жвачки ни к чему не приводят. Однако для самостоятельного и эффективного усиления префронтальной коры восточные практики предлагают разные упражнения, связанные с управлением вниманием. Даже маленькие практики управлением вниманием, а тем более медитации, способствуют увеличению нейропластичности мозга. Исследования также показали, что есть факторы, которые уменьшают выраженность стресса. Один из факторов связан со смыслом, который человек вкладывает в данную ситуацию. Если мы можем дать смысл происходящему, то это приводит к снижению переживания. Второй фактор – субъективный аспект контроля над ситуацией, возможно, даже иллюзорный, но это также влияет на наше восприятие ситуации. Следующий фактор для повышения стрессоустойчивости – это увеличение социальных связей, как в количественном, так и в качественном смысле. Это дает нам чувство принадлежности, защищенности, снижает чувство одиночества. Качественная коммуникация, физический контакт, обнимание приводят к выработке окситоцина, вызывая чувство радости. Для стрессоустойчивости важна не только прокачка своих когнитивных и психологических навыков. Развивать навыки нужно не только в одном направлении, а именно разнонаправленно, чтобы замечать признаки стресса еще до его возникновения. Также отметим, что все больше появляются исследований, где говорится, что ежедневная физическая нагрузка влияет как на физическое состояние, так и на функционирование нашего мозга. Определенные физические упражнения способствуют повышению стрессоустойчивости. Хотим обратить внимание еще на один фактор, который связан с гормоном мелатонина. Мелатонин играет важную роль для регуляции нашего сна. Сон же, в свою очередь, является важнейшим фактором для нашего иммунитета, а также психического здоровья и самочувствия. Сон влияет на нашу стрессоустойчивость и на нашу способность к восстановлению. Да, о необходимости ежедневной прогулки мы слышим очень часто, и последние исследования показали интересный факт, связанный с мелатонином. В исследованиях указывается, что прежде всего мелатонин противостоит окислению клеток, и оно бывает двух форм. Мелатонин, который вырабатывается под воздействием темноты, и его местонахождение часто указывается в шишковидной железе. Вторая форма мелатонина находится в кровеносной системе, внутри клеток, митохондрий, и защищает клетки от окисления, сильного повреждения и тем самым от многих болезней. Мелатонин также активизирует мощный антиоксидант под названием глутатион, играющий огромную роль в сохранении здоровья в нашем организме. И есть также версия, что в гипофизе, шишковидной железе, находится лишь запас мелатонина, и если его не хватает в клетках, то тогда лишь берется оттуда. Так вот, этот внутриклеточный мелатонин стимулируется солнечным светом и излучаемым им инфракрасными волнами. Нужно отметить, что Земля хорошо отражает инфракрасные волны, и здесь главное по возможности каждый день бывать под открытым небом. Такие лучи также исходят от костров и свеч. Так что все эти перечисленные факторы нужно учитывать при навыках саморегуляции. Другие знания и навыки антистрессовой психогигиены продолжим рассматривать в следующих роликах.